Децентрализованный архив Кайв. Кайв, созданная на базе блокчейна Arweave, децентрализованная архивная сеть, не имеющая аналогов. С ее помощью можно не только хранить данные, но и анализировать их, проверяя на подлинность, а также приводить к единому стандарту. Отличительная черта новой сети – это отличная масштабируемость в сочетании с высоким уровнем безопасности. В данный момент проект активно развивается и уже заинтересовал крупных инвесторов. Испытания тестовой сети уже доступны пользователям, которые заинтересованы в появлении подобных архивов. Кто сможет использовать Кайв? Изменения, которые ожидают Web3 с приходом сети Кайв, затронут без преувеличения всех пользователей, хотя бы однажды имевших дело с блокчейном. Ведь она решит одну из самых актуальных проблем сообщества – огромные сроки, которые требуются для подключения одного блокчейна к другому и поиска информации в цепочках. Проект будет полезен не только разработчикам, деятельность которых напрямую зависит от быстродействия и удобства сети. Помимо них, в нем будут заинтересованы инвесторы, которые нуждаются в большем количестве удобных приложений для заработка на базе блокчейна. Даже пользователи, на счету которых минимальное количество токенов, заметят разницу. Процесс синхронизации больше не будет занимать минуты, а то и часы. Благодаря Кайв любой сможет быстро получить доступ к информации, которая хранится в одном из блокчейнов, если ее владелец не ограничивает ее просмотр. С другой стороны, все засекреченные данные, размещенные в цепочках, будут под еще более надежной защитой. Таким образом, применение децентрализованному архиву Кайв найдется в различных организациях, связанных с блокчейном напрямую или косвенно. Использовать его преимущества смогут и частные лица, если им необходима быстрая обработка данных или их эффективная защита. Особенности проекта. Кайв не просто служит для более быстрого поиска информации. Его алгоритмы находят нужные сведения и делают их так называемый снимок, то есть копию, имеющую гораздо меньший вес. Такие снимки могут применяться как доказательство при транзакциях. Блокчейн Arweave, в свою очередь, предоставляет надежную платформу с повышенным уровнем безопасности, использование которой делает хранение данных более длительным. При этом система безошибочно определяет и не учитывает информацию, которая была сгенерирована в результате сбоя. Для этого существует специальный алгоритм, проверяющий данные в цепочках на подлинность. Благодаря такой фильтрации в архив попадают только достоверные сведения, а нагрузка на сеть существенно снижается. В будущем, когда Web3 объединит сотни различных блокчейнов, это будет немаловажно. Но уже сегодня использование Кайв позволяет экономить ресурсы, включая самый ценный – время. Проект также предлагает инструменты для стандартизации. В условиях постоянной конкурентной борьбы между разными блокчейнами это очень важно. Многие проекты были бы гораздо эффективнее, если бы использовали преимущества других платформ. Но связать цепочки между собой сложно, особенно если они развивались годами и имеют огромные базы данных. На это может уходить слишком много времени. Кайв создан, чтобы дать разработчикам возможность использовать преимущества сразу нескольких блокчейнов в своих приложениях, при этом не перегружая их. Децентрализованный архив при этом абсолютно универсален и совместим с разными типами блокчейнов. У него единый принцип работы. Когда запрос получен, алгоритмы находят нужный участок цепочки и делают его снимок, который и предоставляют пользователю. Алгоритмы Кайв уже сейчас используются несколькими разноплановыми платформами, что лишь подтверждает его универсальность. Как работает Кайв?
Проект не случайно запущен на основе сети Arweave, ведь она представляет собой надежное децентрализованное хранилище данных. Кайв основывается на двух основных элементах, слаженная работа которых и гарантирует пользователям быстрый поиск, проверку и обработку информации. Первый из них – это автономная система управления, которая гарантирует децентрализацию проекта. В основе этой системы принцип равноправия, а активность пользователей стимулируется уменьшением количества токенов Кайв. Не менее важен второй элемент системы – это вычислительный уровень, служащий для создания и настройки узлов. Его пользователи могут использовать по своему усмотрению, выбрав оптимальные настройки под личные нужды. Все операции на платформе, такие как стандартизация или добавление данных в архив, оплачиваются внутренними токенами сети. Пользователи могут создавать пулы, чтобы получать вознаграждение. Оно распределяется между загрузчиками и валидаторами в соответствии с объемом проделанной ими работы. Загрузчик должен извлекать и анализировать данные, а затем добавлять их в архив. Задача валидатора – следить за тем, чтобы он безукоризненно выполнял свои обязанности. Если загрузчик откажется от их выполнения или по каким-то причинам покинет сеть, его место сможет занять один из активных валидаторов. Пользователь может зарабатывать, не запуская собственный узел. Для этого есть функция делегирования, позволяющая передавать свои токены другим пользователям и получать проценты. Новости Кайв. Проект постоянно развивается, и разработчики регулярно делятся новостями в своем блоге. Так, 4 апреля они сообщили, что перешли со смарт-контрактов на основе EVM на цепочку на основе Cosmos SDK. Это позволит проекту развернуть собственный первый уровень. Причиной такого решения стало последнее обновление Moonbeam, которое могло оказать сильное влияние на протокол. Чтобы избежать этого и проблем, связанных с недостаточной масштабируемостью, разработчики предпочли подключиться к другой сети. 20 апреля разработчики объявили о том, что Кайв интегрируется с Stacks, уровнем первым смарт-контрактов, построенным на сети Bitcoin. Интеграция успешно завершилась, и ее результатом станет возможность защищать смарт-контракты и децентрализованные приложения с помощью протоколов Bitcoin. После интеграции со стейками, сеть Кайв будет архивировать их данные в блокчейне, предоставляя уровню 1 новый способ получения необходимых данных. Это первый проект Кайв, связанный с Bitcoin, и разработчики надеются, что он положит начало взаимовыгодному сотрудничеству. 2 мая стало известно о том, что Кайв запускает стимулированную тестовую сеть под названием Карелия. Приняв участие в тесте, пользователи смогут уже сегодня оценить преимущества платформы и опробовать ее инструменты. Они будут соревноваться с другими участниками испытаний, выполняя придуманные разработчиками задания. Цель этого тестирования – найти несовершенства системы и сообщить о них команде. В награду пользователи будут получать токены, которые затем помогут им начать зарабатывать на платформе в качестве валидаторов или загрузчиков.